Так, давай за победу. За победу России на нашей многострадальной украинской земле. Это вводит любого здравомыслящего человека в полную безнадегу. И перед воинами на колено, чтоб встал, понял? Привет, друзья! Я хочу вам сказать, что неделю, наверное, я уже не делаю видео на тему экономики, на свою тему, можно сказать. По той причине, поскольку о какой экономике, правильных решениях может идти речь, когда в государственном устройстве, в политике, как бы это ни звучало, может быть странно, ну просто какое-то королевство кривых зеркал, мы живем в каком-то зазеркалье, я не вижу никаких ростков здравого смысла, решений, принятых на основании здравого смысла. Но все равно я продолжу это делать на следующей неделе, я имею в виду видео на тему экономики. Сегодня видео на другую тему, но очень важную. Послушайте, пожалуйста. Наверняка все вы читали в новостях о том, что в Черкасах был задержан депутат городского совета местного. Значит, он был помощником народного депутата от ОПЗЖ. Я об этом в каком-то из видео очень коротко рассказывал. По деле о госизмене. Были представлены доказательства. Значит, этот штамп планировался на гауляйтера Черкас. После того, как по планам должна была оккупировать Россия, регион, этот город и область. Что происходит дальше? Дальше этого чувака задерживают и выпускают под залог. Вот так вот. Так, давай за победу. За победу России на нашей многострадальной украинской земле. Он выходит. Активисты на него нападают, там что-то от него требуют, он падает на колени. Ну вот посмотрите. Перед воинами на колено, чтоб встал, понял? Давай, от начала и до конца. Я прошу прощения. Громче! Я прошу прощения у всех воинов. Азов, нацкорпус, правый сектор. Пацаны, оставайтесь живыми и приходите домой в свои семьи. Путин! Хуйло, ОПЗЖ! хуйно. Слава Україні! Героям слава. Слава нації! Смерть ворогам. Україна! Понад усе. Извиняється, говорить слава Україні, любі друзі, я вас обожнюю, ці руки нічого не крали і все в таком духе. Потом его обливают зеленкой. И как бы все, дело замялось. Я хочу, чтобы вы просто внимательно послушали, правильно поняли. Вспомните времена АТО. Вы помните, была такая эпопея после АТО, когда некоторых чиновников, активисты, как правило, я честно вам скажу, я просто... Один парень мне когда-то рассказал, но этого парня даже не знаю как зовут, не помню точнее. За бабки активистов заряжали политические оппоненты, уже для окончательной дискредитации они ловили чиновников, бросали их в мусорку. Помните, по всем новостям, того бросили в мусорку, того бросили в мусорку, а канал это принадлежит аллигаторам. И соответственно был определенный заказ, короче работала целая система. Скажите, пожалуйста, как это помогло? Для чинуши или для подонка, предателя Родины, оказаться в мусорке это вообще не проблема. Были мультимиллионеры, которых засовывали в мусорку, конечно же не в рынке заработаны эти миллионы, а в спайке с государством или вообще напрямую из бюджета, не будем называть фамилии, может быть позже, тогда я имею в виду. Они благополучно покупались в мусоре в мусорке, а потом сели также в кабинеты или возле кабинета отирались, ходили по эфирам в прайм-тайм, в топовые передачи, нет проблем. Это не выход из положения. И я вам 100 раз говорил, Петрова заменить на Сидорова, это ничего не поменяет. Система не та. У государства нет конечной цели, к которой мы идем. Даже во время войны. Уже сейчас должно зарождаться будущее, то, которое мы видим. Придем мы так, как нам бы хотелось, или не придем, даст Бог придем. Это второй вопрос. Но надо ставить цель. Когда ты не знаешь, куда ты идешь, ты никогда никуда не придешь. Это касается отдельного взятого человека, его судьбы, жизни, карьеры, так и государства в целом. Идем дальше. В Николаеве задерживают одного наводчика. Наводчика. Я хочу, чтобы тоже вы правильно, может быть, не до конца понимаете, кто это. Это те люди, которые чужими руками убивают сотни, а может быть тысячи наших с вами граждан Украины. Детей, женщин, все равно кого. Наших с вами граждан, живых людей в конце концов. Вдумайтесь просто в это.
Выпустить ракету стоит сотни тысяч долларов. Даже старую, задрыпанную, 50 тысяч долларов, неважно. Ну, запустить несколько ракет — это миллионы долларов, скажем так. И поэтому никогда никто не будет пальцем в небо их запускать. Для этого и существуют наводчики. Одного выпускают под 700 тысяч гривен залога, задерживают второго СБУ и его выпускают под залог 200 тысяч гривен. Как оказалось, это делает один и тот же судья в Николаеве, по информации прессы, Иван Дерко. Доброго, шановні миколаївці. У нас очень интересная весть для всех вас. Смотрите, позавчера был большой резонанс, мы опубликовали, мы были на суде, где судили корректировщика. Мы все были возмущены, потому что по статье, которая вменяется корректировщикам, этим подонкам, которые наводят на наши мирные города россиянские ракеты, нет в этой статье отмены залога. Присутствует залог. И позавчера, которого судили, мы присутствовали на суде, ему присудили 700 тысяч залога. Потом, вчера или позавчера тоже появляется информация, что СБУ затримала в Миколаеве наводчика, уже следующего, благодаря слово не подходит, из-за которого была масса ракетных ударов и реактивной артиллерии по городу. То есть он наводил непосредственно уже жертвами и так далее. И вот у нас есть информация, пока инсайдерская, ждем понедельника, что судья Дерко вчера присудил ему залог 200 тысяч гривен. То есть он помещен в СИЗО с залогом 200 тысяч гривен. Вы представляете, ребята? То есть у нас, получается, ползучая оккупация скрытая продолжается. И уже непосредственно, если раньше антимайдановцы отпускали, да, сейчас отпускают уже открыто наводчиков. Согласитесь, сумма 200 тысяч гривен. Андрей Сенченко, журналист, написал блог, да, возмущался, что 700 тысяч. Андрей, а вот 200. 200 тысяч, никакой судья Дерко. 200 тысяч. Ну, не знаю, это, мне кажется, открытое пособничество оккупантам. Если это правда, если это подтвердится, что за 200 тысяч отпустили наводчика, из-за которого прилетали ракеты и РСЗО по Николаеву, тогда у меня нет слов. Ну, пока все, будем ждать понедельника, узнаем точно. Когда я начинаю, я не расследователь, не журналист, и даже как блогер себя не позиционирую. Просто человек, который чуть-чуть умеет гуглом пользоваться. И каждый из вас может это сделать. Начинаю изучать, кто это такой. Антимайдановский судья, на которого когда-то генпрокуратура копала, дело заводила, видимо, не увенчалось особо успехом. Я не могу понять, как это возможно. Я как вижу эту ситуацию? Это чисто мои фантазии, считайте. Но кто умеет слушать, тот услышит то, что нужно, то, что я закладываю. Значит, позвонили какому-то судье российские спецслужбы, если этот судья вообще не спящий агент, значит, сказали отпустить под залог этих очень важных кадров для страны-оккупанта. Он это сделал. Первый вариант. Второй вариант. Скомпрометировали. Он это сделал. Но поскольку он участвовал в антимайдановских делах, значит, это уже система. Знаете как? Один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Это уже система. Ничего никому нет дела. Так как мы можем побороть эту мразь всю, если вот она уже в руках, СБУ уже сделала свою работу, а он выходит под залог. А это все следствие, опять-таки, не фамилий, следствие системы. Но я хочу сказать тем, кто думает, что судебная система идет впереди паровоза экономики, ни в одной бедной стране нет честных судов. В мировой истории, запомните это раз и навсегда. Сначала страна накапливает капитал, становится богатой, растет ВВП, и уже в процессе интенсивного экономического роста, когда идут правильные экономические реформы, уже по-любому будут суды, потому что заходят мировые корпорации, все бабки мира приходят на территорию этой страны, и хочешь не хочешь, все, уже начинается влияние корпораций, будут честные суды. Но не будет в нищей стране с ВВП 150-200 миллиардов долларов честных судов. Понимаете? Поэтому все очень взаимосвязано, но все равно что-то идет прежде. Пункт 2, пункт 3, и поехали дальше по реформам по всему. Если это происходит во время войны, это вводит любого здравомыслящего человека в полную безнадегу. Что это за государство, которое позволяет такое делать? И после этого там великие чиновники наши рассказывают, опять на граждан Украины гонят. Да граждане уже не то, что все, что могли, сделали и делают, а больше, чем смогли. Я же смотрю на все, что меня окружает, и на всех, кто меня окружает. Люди из кожи вон лезут, чтобы что-то сделать. Каждый в меру своих возможностей, финансовых особенно. И так далее, и так далее, и так далее. Но все, уже с предателей в руках, их отпускают. Хорошо. Наверное, юристы сейчас скажут, так, наверное, там в этом статье прописано, что есть возможность отпустить под залог. А государство наше знало
уже это признанный факт, там за 6 или за 8 месяцев до войны, что готовится вторжение. Ожидали, что это будет на востоке Украины, и я так ожидал. АТО там умножить на 10, просто в больших объемах, скажем так, военных, в гораздо больших масштабах АТО новое, там без похода на Киев, на другие там центральные регионы Украины. Окей, а там что, не работали бы точно такие же наводчики? Если вы знали, почему вы законодательные все эти вещи не внесли изменения такие, как следует, для того, чтобы предатели Родины не могли выйти под залог. Так может быть и там кроты сидят, которые это не хотели делать. Но не верю, что они же не все такими не могут быть. Кто мне объяснит, что происходит? Напишите свое мнение в комментариях, мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Но я долго об этом думал, я разговаривал с специалистами, пока мне никто не дал, ни один какой-то вообще просто здравый ответ. Никто, все в шоке, все в шоке. Да, был такой вариант, это я предположил, что может быть их отпустили для того, чтобы их дальше вести, смотреть, как они будут действовать. Но слабо я в это верю. Потому что иначе зачем их тогда было задерживать, если их можно было вести во время их действий. По-моему, это уже как бы все понятно. И так могли бы с одним поиграться, зачем так делать со всеми? Как этот чудак, Штемп этот с Черкас, местный депутат горсовета, как он собирается жить в Черкасах? Как он собирается, извините меня, в магазин пойти, на заправку остановить, заправить машину? Как он собирается людям смотреть в глаза? И ведь он туда прошел, не знаю, по спискам или по мажоритарке, он же как-то сел в этот горсовет областного центра Украины, Черкасы. Я там, кстати, жил какое-то время. Вы можете себе представить? Я не могу. И общество схавало. Я не понимаю. Кто-то ж с ним соседствует. У него есть, наверное, жена, какие-то родственники. Есть люди, которые с ним живут в одном доме, через дорогу, еще где-то. Или в соседнем доме, если он живет в частном секторе. Я просто не представляю, как это возможно и где бы это было возможно. Ну вы представляете, в России, если поймали нашего какого-то агента, вот такого, который туда был внедрен, четко уже с доказательствами совсем, что бы там сделали? Да я не представляю, его бы там уже, наверное, к смертной казни приговорили. Но это я говорю про таких, про гоблинов. А вот в Америке, представьте, что за госизмену могут сделать. Это там, где законы работают исключительно, где юристы одна из самых богатейших прослоек общества. И то, и то. Да там бы люди хрен бы дали спокойно жить. В общем, нет у меня ответа. Вот я вам выдал эту информацию, а ответа и заключения никакого нету. Поэтому, наверное, будем лучше говорить про экономику дальше. Ладно, спасибо, что досмотрели до конца. В воскресенье анонсирую стрим, все это обсудим, и Гордона, и Смешко, и все, что я вам рассказал. Всех жду, пожалуйста. До встречи, пока.